Эти старые фотографии вы никогда не увидите в учебниках, но они изменят ваше представление о прошлом. Перед вами забытая история, в которой кадры говорят громче слов. Великий смог в Лондоне, 1952 год. Дети в противогазах идут по улицам, окутанным ядовитым туманом. Смог был настолько густым, что автобусы останавливались, а люди падали замертво прямо на улицах. Амелия Эрхарт. Полет в неизвестность. Атлантический океан. 1932 год. Первая женщина, что пересекла океан в одиночку. Ее называли героем и безумцем одновременно. Через 5 лет ее самолет исчезнет бесследно. День после Сталина, СССР. Москва, 1953 год. Советские школьники сидят на траурном уроке. Учителя плачут, дети едва понимают, что происходит. Фото 51. Тайна ДНК. Лондон, 1952 год. На первый взгляд просто размытый крест, но это и есть ДНК. Один снимок, сделанный Розалинд Франклин, раскрыл главную загадку жизни. Рождество под пулями Вьетнам, 1968 год. Американские солдаты украшают каски еловыми ветками. Где-то звучат рождественские песни, здесь же слышны взрывы. Маленький король поп-музыки США, 1969 год. Ему всего 11, и весь мир танцует под его голос. Обед на краю небоскреба. Нью-Йорк, 1932 год. Без страховки, без сетки, без страха. Рабочие обедают на высоте 250 метров над городом. Эйнштейн на волнах США. 1939 год. Гений с парусом в руках. Эйнштейн обменял доски с формулами на лодку. Он знал, в тишине воды рождаются самые смелые идеи. Чайка в космосе СССР. 1963 год. Первая женщина-космонавт. Позывной «Чайка». Терешкова улыбалась на камеру, но после полета здоровье ее так и не оправилось. Тяжесть войны. Южная Корея. 1951 год. Девочка несет на спине младшего брата, спасая его после обстрела. Война лишает детей детства, иногда и будущего. Последнее лето Курта Сиэтл. 1992 год. Курт Кобейн обнимает Кортни Лав. Они счастливы, влюблены, на грани славы. Через 2 года курок и тишина. Так обрывается легенда. Падение стены Берлин. 1989 год. Люди крушат символ холодной войны молотками, ложками, голыми руками. Стена пала, и с ней рухнуло разделение Европы. Гавана, сигары и гольф Куба. 1959 год. Фидель Кастро и Че Гевара играют в гольф, наспор. Фото, снятое ради шутки, стало символом вызова американской буржуазии. Побег из Марселя, Франция, 1941 год. Толпы людей бегут к кораблям, на руках дети, за спиной нацисты. Это фото крик мира, который рушится. Шаг на Луну, 1969 год. След ботинка на лунной пыли. Человек, наконец, покорил небо, шагнул туда, где веками был только страх и мечты. Протест в постели. Амстердам, 1969 год. Джон Леннон и Йоко Оно проводят неделю в постели. Их манифест против войны. Не кулак, а постель стала их оружием. Первая компьютерная мышь США, 1968 год.
Деревянная коробка с кнопкой. Никто не мог представить, что через 50 лет мир будет жить, двигая курсор по экрану. Когда горит память? Лос-Анджелес, 1986 год. Пожар уничтожил 1,2 миллиона книг. Исчезли сотни редких рукописей, целые эпохи. История горела, а люди смотрели и ничего не могли сделать. У меня есть мечта. Вашингтон, 1963 год. Мартин Лютер Кинг говорит о свободе, равенстве, надежде. Над толпой его голос. Над историей его мечта. Маленький Фредди Занзибар, 1947 год. Будущий Фредди Меркьюри на руках у матери. Никто и представить не мог, что этот мальчик изменит музыку навсегда. Сожженная империя Берлин, 1945 год. Солдаты союзников фотографируются на балконе рейхсканцелярии, тот самый, где стоял Гитлер. Теперь там дым и смех. Девочка с цветком Вьетнам, 1972 год. Маленькая девочка протягивает солдату цветок, он держит автомат. Этот кадр стал символом борьбы мира против войны. Последний взгляд Пикассо, Франция, 1973 год. Пабло Пикассо в мастерской за несколько дней до смерти. Взгляд усталый, но руки все еще ищут линии. Художник живет, пока рисует. Принцесса без страха. Лондон, 1991 год. Принцесса Диана жмет руку больному СПИДом, без перчаток. Ее поступок развеял страх и изменил отношение мира к болезни. Город, которого нет. Цинциннати, 1955 год. Величественная публичная библиотека с колоннами и арками. Ее считали одной из самых красивых в мире. Сегодня на ее месте обычная парковка. Хатико прощается Токио, 1935 год. Пес Хатико ждет хозяина, который умер 9 лет назад. Он приходит на станцию каждый день. Его верность тронула всю Японию. Взгляд 2000 ярдов. Франция, 1944 год. Американский солдат смотрит в никуда. Его глаза пустые, усталые, мертвые. Через месяц после этого фото он погиб в бою. Первый Макдональдс США, 1940 год. Маленькая забегаловка с вывеской 15 центов за бургер. Тогда никто не знал, что это начало новой эпохи, эпохи фастфуда. Последний кадр «Титаника», Англия, 1912 год. Пассажиры машут на палубе «Титаника», когда корабль отплывает из Саутгемптона. Через 4 дня он уйдет под воду. Страх в глазах Хиросимы, Япония, 1945 год. Фотограф Йосито Мацусе снимает мальчика, стоящего перед крематорием. На спине мертвый младший брат. Улыбка, которая победила США, 1945 год. Моряк целует медсестру на Таймс-сквер, день капитуляции Японии. Город без звука, Чернобыль, 1986 год. Парк развлечений в Припяти. Колесо обозрения готовили к открытию, но оно так и не покатало ни одного ребенка.
Когда солнце стало черным, США, 1930 год. Пыльная буря накрывает Оклахому. Люди заворачивают детей в одеяло и бегут в подвалы. Тайное фото с похорон Ленина, СССР, 1924 год. Фотографу запретили снимать траур, но он спрятал камеру в пальто и сделал единственный кадр гигантской толпы. Собака, охраняющая тело погибшего солдата. Россия, 1942 год. Фотограф нашел на поле боя пса, который 3 дня не отходил от погибшего хозяина, красноармейца. Снимок облетел мир и стал символом верности, которая сильнее войны. Последняя прогулка Чаплина. Швейцария, 1977 год. Чарли Чаплин идет по дороге, опираясь на трость. Он еле ходил, но все равно каждый день выходил к озеру поздороваться с жизнью. Джон Кеннеди, студент Гарварда, США, 1937 год. Бледный, худой, постоянно болеющий юноша. Доктора не верили, что он доживет до 40. Он станет самым молодым президентом США и погибнет в 46-й, все равно победив судьбу. Молодой Сальвадор Дали, без усов. Испания, 1923 год. Суровый взгляд, короткие волосы. Еще нет знаменитых загнутых усов, нет безумия в глазах, только амбиции и гениальность, которая пока спит. Юный Стив Джобс у своего первого компьютера, США, 1976 год. Ему 21. Он сидит на полу в пустой комнате. В комнате нет ничего, кроме лампы и компьютера. Именно отсюда началась революция.